Ребят, ну я вам говорю, фронтиры работают над игрой. Они делают новые корабли, делают новые модули. Все вот это вот придумывают 100%. Просто нужно чуть подождать. У них там какие-то проблемы, они делают другие игры. Они справляются, они стараются. 3 по обмену. Делают Одиссею. Даже консоли отменили. Че они там делают? Игра мертва. Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья. С вами Кисель, вы охереете. Я, честно, сам охренел от того, что я увидел. И больше всего, что меня удивило, что этой инфе мать его, года. Я не знаю, как я нарвался на это в интернетах. Это просто как счастье какое-то, ман небесная, удача, не знаю. В общем, слитый корабль и слитый новый модуль. И в этот раз все немножечко сложнее. В том плане то, что это не какая-то картинка. Это не какой-то арт в интернетах ваших. Это было у человека на стриме на YouTube. При этом стрим собрал 300 просмотров или что-то такое. То есть, ну, вообще мало. Никто не в курсе об этом. Я вам расскажу. Обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, АСМИА контент. Поехали. Сразу говорю, я не знаю, как работает авторское право на YouTube. Я бы мог бы вырезать скрины и показать вам все это дело на скринах. Но вы тогда скажете, монтаж, еще что-то там, фотошоп, не фотошоп. Вот, у человека был стрим, как я понял. Смотрим. Буду надо ставить паузу. Пауза. Левый нижний угол. Обратите внимание на корабль цель, дельфин. Обратите внимание на ID эскадры, FDEV. Frontier Development. Фронтиры бы просто так такой ID никому бы не дали, мне кажется, не? Ну да ладно, мы продолжим данный просмотр. Звук отключил, чтобы сильно не орало и прочее, прочее, прочее. Он его перехватывает, перехватывает, перехватывает и перехватил. Ждем. Обратите внимание на радар. Он взял его сразу в лог. Обратите внимание на левую сторону, левый нижний угол. Тот же самый дельфин, но это не дельфин. Ну и, конечно же, ID эскадра, имя командира точно такое же. Обратите внимание еще раз, что произошло сейчас. Заметили то, что как бы появилась торговецкая волна? Ну, Эми, которая вырубила все нахрен. Я думаю, заметили. Продолжаем. Обратите внимание на заднюю часть корабля и его двигатели. Вам эти очертания ничего не напоминают? А мне напоминает мамбу. Но это непростая мамба. И он улетает. При этом с какой-то огромнейшей скоростью, как мне кажется. Действительно больше, чем обычная мамба летит. Ну или быстрее, чем обычная мамба разгоняется. Потому что, вы знаете, мамба хоть и быстрее Фердиланса, но разгоняется медленнее. Продолжаем. Все. Обычная ситуация, как от Эми Таргоида. Но это еще не все. Обратите внимание, Крайт, Флотоносец, ну и так далее. Смотрим. Это, конечно же, все стрим. Что это за говно? Вот что это? Кто-нибудь может мне объяснить? Очень похоже на обрубок мамбы. Только размера какого-то непонятного. НЛО? Просто, друзья, НЛО. И опять-таки волна, которая исходила именно из этого неизвестного корабля. И обратите внимание на размер Крайта МК-2 и на размер этой мамбы. Продолжаем. Что скажете? Я скажу то, что это какая-то хрень. Реально какая-то срака. Мы, конечно, дальше еще можем посмотреть, но тут уже ничего такого особо нового не будет. Вы увидите еще маленькие орудийные гнезда, которые вылезли по бокам от кабины. Ну, маленькие, в смысле, они первого размера.
Как-то так, дорогие мои. Но это, конечно же, еще не все. Мы еще посмотрим. Но немножечко перемотаем. Да, наверное, думаю, пора перематывать. Очередной момент, но тут ничего не видно, кроме вот этой вот электромагнитной волны торгоидов. То есть вон там где-то вдалеке она сейчас запустится. Давайте я перемотаю маленько. Вон, видели? Волна пошла. Человек сейчас зайдет в, собственно, контакты, командиры, которые рядом, и там будет тот самый командир Accredited астронавт. Наш клиент. Дальше что у нас происходит? Наш герой находится на станции, видит то, что вот этот вот персонаж находится тоже рядом, и находит его в разделе контактов опять-таки. Командир Accredited астронавт. Нарисовано почему-то здесь мамба, что странно. Смотрим дальше. Он заходит в цель, чтобы посмотреть его внутренние модули. Я говорю, он заходит. Это будет чуть-чуть попозже, похоже. Подождем. Не буду мотать специально, чтобы потом не было ко мне никаких вопросов. Потому что я там что-то придумываю. Стоп! Не люблю, когда люди меняют окраски, меняют цвета, потому что ни хрена не видно. Сейчас вы можете увидеть. Cargo Hatch, Drive, Pulse, Shield Booster, Overload, Wave. Еще раз. Overload, Wave. И третий раз, чтобы закрепить. Overload, Wave. Такого модуля у нас нету. Вот вообще нигде, никак и ниоткуда его нету. Только сейчас у нас по лору, по сюжету, Salvation делает супероружие. Proteus Wave. Которое примерно так и работает и вырубает корабли торгоидов. Судя по всему, будет модуль, который будет таким образом вырубать корабли игроков. Ну, вообще, он его выбирает. Его видно. Хи-хи-хи, ха-ха-ха. Все в ахере сидим. Остальное все, как видите, обычное. Я немножко в шоке. Не знаю, как вы. Вот вам, пожалуйста, еще фрагмент, как это все дело происходило. Тот же самый наш командир из эскадрильи. И вот, собственно, та самая электромагнитная волна. Там он. Фердинанд Скотт полетел. Тоже выключенный. Интересно, не правда ли? Как по мне, очень. Что это было? Какая-то статейка на Reddit? Какой-то арт? Какой-то монтаж? Нет. Я оставлю ссылку на данный канал. Я оставлю ссылку на данный стрим. И чтобы вы убедились, что это стрим, в конце концов, там большая продолжительность, никто не снимает трехчасовое видео, вы можете также посмотреть еще при всем при этом запись чата, привязанную к временной отметке, когда вы смотрите. Почему никто не в курсе этого? Почему никто не видел это? Почему никто видео на эту тему не снял? Я никак не подкручивал там какие-то файлы отдельные на своем аккаунте. Я просто, грубо говоря, делаю реакцию на то, что я увидел в YouTube. Так что ко мне никаких вопросов, фронтиры. Это не я сделал. А если серьезно, у фронтиров LaveCon накануне, где сами фронтиры встречаются с игроками, различные обсуждения и прочее. И оттуда, из этого лайвкона, будет еще стрим в формате Frameshift Live. Я не понимаю, почему фронтиры ничего не показывают, если такая штука уже имеется как полгода. Про Panther Clipper я вообще молчу. И да, касательно Panther Clipper. В видосе про Panther Clipper я не добавил 2 скриншота, потому что дурак забыл. Но эти 2 скрина под тем видосом в закрепленном комментарии посмотрите. Довольно интересно. Я не знаю, что ждать. Я не знаю, что фронтиры там могли еще подкрутить, могли еще сделать. Может, они интерьеры кораблей делают и не говорят нам. Это может быть логично. Знаете почему? Потому что новые корабли не вводят. Типа они прорабатывают старые. Но все это, конечно же, влажные мечты. И вот та шутка в самом начале видео про 3 студентов по обмену, вы ее, по крайней мере, очень сильно любите. В том плане то, что фронтиры ничего не делают, фронтиры очнитесь, фронтиры проснитесь, игра умирает, люди уходят. Да они же и так это знают, наверное. Может быть, реально готовят какой-то внеочередной охрененный сюрприз.
о котором не предупредят. Я не знаю, что думать. Пишите свое мнение в комментарии, честное слово. Надеюсь, вам понравилось видео. И надеюсь, мне за него ничего не будет. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист по элиточке, где уже свыше, мне кажется, 770 видосов. Короче, много видео. В последнее время снимаю чуть ли не по 2, не по 3 в день. Ну, такой новый режим. Я снова словил бессонницу, нарушил режим и прочее. Также в описании под видео будут ссылочки на плейлисты по данной игре, где их уже 20-25 штук на различные темы, обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи и так далее, и так далее, и так далее. И новый плейлист «Лор и сюжет в Elite Dangerous». Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Trovo, где проходят стримы, группа в ВК, Discord, сервер, Телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Буду счастлив, если вы подпишетесь. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.